Ребята, всем привет! Перед вами 14-й урок курса про пиано. Это курс фортепиано и музыкального развития для взрослых. Я продолжаю знакомить с композициями для фортепиано легкого и среднего уровня, в деталях которых вы уже можете самостоятельно разбираться после первых нескольких уроков курса про пиано на моем канале. Сегодня мы поработаем над новой композицией для вашего репертуара. Это вальс Евгения Доги из кинофильма «Мой ласковый нежный зверь». Этот романтический вальс композитор написал, импровизируя на фортепиано, написал его за одну ночь. Вальс торжественный, он возрастающий по накалу, он волнующий, он полный тревожных предчувствий, он стал культовым. И многие молодожены выбирают его для своего свадебного танца. Произведение композитора называют самым известным в мире киновальсом. И в СМИ упоминалось также, что даже бывший президент США Рональд Рейган, который, как известно, в политику пришел после актерской карьеры, назвал это музыкальное произведение вальсом века. В интернете, как обычно, творится хаос, и можно встретить и такое, где вальс приписывают авторству Штрауса, Чайковского и даже Моцарта. Но переубеждать сейчас мы никого не будем, а давайте займемся разбором. Итак, начну с того, что размер 12/8 не должен пугать новичков, кто боится запутаться в счете до 12, нет. Мы просто 12/8 будем считать как 4/4. Получается, что на раз 3/8, на 2 3/8, на 3 и на 4 по 3/8 ноты. 3/8 под одно ребро становятся триолями. Интересен тональный план. В конце утвердилась тоника ля минора, но начало композиции утверждает другую тональность – ми минор. При этом знак фа диез при ключе, если это все же ми минор, мы не видим. Он появляется как случайный знак в мелодии, и для ля минора фа диез чужой знак. Значит, скорее всего, основная тональность данного переложения фортепианного ля минор, но пришли мы к основной тональности через отклонение. Ми минор, движение по доминанте ля минора на третьей строчке и разрешились в ля миноре, где и утверждаемся до конца композиции. Далее, уже проставлена вполне себе удобная аппликатура и для правой руки, и для левой. Я отметила ее красным цветом в кружочках. Очень широкий динамический план, то есть выставлены все динамические оттенки. Я проставила цезуры, желтая галочка на всякий случай. Это моменты, где надо снять руки, где мы делаем вздох для высказывания новой мысли. В третьем и в пятом такте под лигой я подписала слово «эхо». Что это значит? Не все, что написано в правой руке, надо рубить топором. Есть чисто художественные заполнения, такие вот фактурные украшательства, такие мелодические декорирования, звукоподражания, которые могут и не являться главной темой, хоть они и могут быть расположены в правой руке. Их нужно играть тише, на них не следует привлекать внимание слушателя. Они обывательскими словами фактурный мелодический декор. Такое в нашем случае встречается 2 раза в правой руке. Попробуйте разделить мысли на тему и такие мелодические заполнения. Пусть тема допоет свою мысль, свою мелодию, а эхо будто договорит за ней как бы издалека. Также хочу обратить ваше внимание на то, что тему нужно выделять, а начиная с 4-й строчки вы увидите, что правая рука дается терциями. Как понять, какой голос из двух следует здесь выделять? Если произведение или мелодия вам знакомы на слух, как в данном случае, например, то, конечно, при разборе отдельно руками вы заметите, какой из двух голосов соответствует главной мелодии. Вот давайте я вам по отдельности сейчас покажу. Проиграю. Играю верхнюю строчку. А теперь в правой руке нижнюю, да, ее от ноты ля начинается она.
видите, очень четко прослеживается тема именно в верхнем голосе, и его нам следует выделять при игре. Как это сделать, если второй нижний голос в интервале будет также слышен? Просто нужно немного повернуть руку в сторону мелодии, не играть честно терции, в нашем случае в правую сторону наклонить, выделяя верхний голос. Сейчас я покажу. Это, конечно, кропотливо, это слуховая работа, которая доводится до совершенства только слухом и чистым разумом, настроенным на такую работу. Кто работает абы как и в попыхах, может играть не выделяя, не замечая, что нижний голос это подголосок. Но рассказать об этом я вам должна была. Далее, про педаль. Педаль не проставлена, но в первом такте указано «конпет», что переводится как «с педалью». Конечно же, нужно менять педаль вместе со сменой гармонии в басу, но и держать все 4 такта, как в начале, например, гармония же там не меняется. Там, как вы видите, гармония ми минора не меняется вообще все 4 такта. Вот держать так долго не нужно. Педаль должна быть не густая и обволакивающая все вокруг, не гармоническая, а скорее оттеняющая, придающая пикантность некоторым гармониям и сама по себе более прозрачная. Так, теперь показываю со счетом правую и левую руку. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Два, три, четыре. Раз, 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 два, три, четыре. Теперь левую. Раз, два, три, четыре. 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 Как вы видите, в левой руке первая доля в каждой доле первая нота в каждой доле выделяется для того, чтобы показать вот это вот кружащееся движение вальса. Раз, два, три, раз, два, три. Теперь я соединяю обе руки и обобщаю на практическом показе все вышесказанные предписания.
На сегодня у меня все. Ноты всех композиций, которые мы будем разбирать, я оставлю бесплатно в фотоальбоме в моей группе ВКонтакте. Если вы хотите иметь свой индивидуальный репертуар, занимайтесь по одной из двух платных схем проведения уроков. Ссылочку на схему проведения уроков я оставлю внизу в описании к этому видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!